знаю об этой квартире. Квартира старая, квартира с очень большой историей. К сожалению, все не знаем, особенно то, что было в 900-х и в первых годах жизни здесь. Я видела только двух хозяев. Это наша семья и соседская семья. У соседей жила только бабуля. Прекрасно жила, такая вредная была. Я не удивлюсь, что если здесь что-то и происходит, то ее лапа здесь есть. В один прекрасный момент бабнина не стало. Бабушка ушла на работу, пришла, ее нет. 17 лет бабушка прожила одна. Когда ее не стало, через полгода объявились дети. Ходят ли слухи по району, район все равно старый. Бабушки как жили, так и живут бабулечки. Угу. И кто-то говорит, что в дурку, кто-то говорит, что в больницу, кто-то говорит, что ее отправили в дом престарелых. Хер знает, куда она, победи, потерялась. 17 лет жили одни, квартиру почему-то соседи, если бы что-то с ней прям такое случилось, знаешь, там погибла. Я думаю, что дети бы продали свою часть. Нахер она нужна, здесь никто жить не будет, квартира сам видишь какая. То есть это вот эти комнаты, которые ты показывала, они стоят, пустуют и никому нахрен не нужны, получается? Нет, дети приходят, коммуналку платят, но никто здесь не жил за эти 17 лет, никто здесь даже ночевать не останавливался, знаешь, там обычно есть какая-то недвижка свободная, там Питер все-таки, люди приезжают в гости, вообще закрытая. При этом, при всем, они ее даже не пытались сдавать. Они не живут 17 лет. То есть здесь по соседству никто не живет? А это? Это тоже их комната. Это 2 их комнаты, 2 наши. Коммуналка на 2 семьи. Ага. Раньше здесь жила у них мама, сейчас она уже является бабушкой. 17 лет назад куда-то она пыхнула, дети заселяться не стали, там эпизодически что-то шумит. Что? Угу. И ты говоришь, что оттуда иногда звуки доносятся? Оттуда эпизодические стуки какие-то могли происходить. Причем я понимаю, что если бы там были окна открыты, окна все закупорены. И мне кажется, их там и не открыть уже за столько лет, потому что это дерево, оно рассыхается, вся вот эта похрень. Потом погибла моя бабушка, погибла она в больнице. Мы были в Хабаровске. Квартиру опечатали. Опечатали наши 2 комнаты, естественно, потому что полностью опечатать не имеет права коммуналка. Законы. Ну, то есть ваши комнаты были опечатаны, в них никто не мог попасть? Никто не мог попасть, и ключей не было, потому что мы вскрывали комнаты. В один прекрасный момент все, что я делала, я ходила мимо. Я зайти не могу. Документально нам тоже запрещено было сюда заходить, потому что шло разбирательство на следственном деле, то есть находиться здесь никто не мог. В декабре я поперлась на собеседование, оно здесь недалеко, и мимо иду, думаю, пойду в родные окна посмотрю. Подхожу, шторы задвинуты в 3-м положении. Я такая, сейчас я сниму, маме покажу, что шторы передвигаются, что-то какая-то дичара. И что-то я писала в этот момент, я камеру настраивала, то ли там, потому что темно было, фонари, это уже вечером, еще темнело рано очень. Открываются шторы, девочка делает вот так, и шторы нахер закрываются. То есть получается вот в этом окне, да? Да, а стояла я вон там. Вот здесь. Девочка была вот здесь, а я стояла вон там. То есть получается ты стояла снаружи, а примерно какого ростика она была? Вот такой. Ага. Она сделала вот так и вот так. Ага. Так сказать, легким движением руки можно, конечно, в принципе, но для ребенка это будет тяжело. При этом, при всем, закрылись они плотно. Вот так. Ну-ка еще раз. Вот так? Ага. Но ребенку, да, это будет тяжеловато. Она была низенькая. Ага. В опечатанной квартире. В опечатанной квартире. Какая-то маленькая девочка с каким-то каре. Причем бабуля у меня выглядела совершенно иначе. Видно было. Хотя бы отголоски было видно, что там цвет лица, например, знаешь, такой, что он розовый, а там черный силуэт. И я когда нажимаю сфотать, уже все. Причем что-то, да, я их задвинуть не могу, а там девочка... Еще раз, квартира опечатанная, попасть нереально. Нет, ты мог попасть в общую территорию, но в комнату ты попасть не мог. Я понял, то есть вот в этой комнате, которая, ты говоришь, большая твоя, она была закрытая, и в нее попасть было нереально. Да. Интересно. Да, квартира странная на самом деле. Чем дальше мы едем с этой квартиры, чем страннее она становится. Она как будто набирает силы перед каким-то днем. Так, обнаружен кое-какой интересный артефакт, скажем так. Сколько ты говоришь, это все здесь висит? Всю мою жизнь. То есть, сколько ты себе знаешь, здесь висят вот эти 2 защитных наклейки? Первый раз в 9 лет, но висел.
9 лет. Это какой примерно год? Плюс-минус. Короче, это 20 лет назад. Я понял, хорошо, ладно. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови. Ну это да, это защитные. Причем на выход из комнаты. Но еще один момент. Очень интересный момент. Вот это что? Эта палка всю жизнь тут висит. Когда мы делали здесь косметический ремонт, пытались его сделать, бабушка запретила ее снимать. Тут еще там же рядом висел какой-то веник сухоцветов. Ну, палку мама чуть не сняла вот в этот раз, когда готовила квартиру, а веник выкинула. Висел он тоже всю мою жизнь, и почему он там висел? Зачем палка? То есть вот здесь висел веник и палка. Да, вот там же, где Кстати, палка, а что за висела палка? веник. Что за палка? Это что за... Это осина? Не знаю, может я ошибаюсь. Ребята, если знаете, напишите в комментариях, что это за дерево. Ну, и мне кажется, это осина, похоже очень на осину. То есть вот здесь вот тоже веник висел. Да. То есть практически все входы и выходы были защищены. Что там, что главное не вот этот предбанник, да, получается, а комната с той стороны. Здесь тоже с внутренней стороны висит защита. Вот, да, вот палка до сих пор висит. Веник сняли. И вот здесь над входом тоже висел веник. Интересно. Ладно, хорошо, продолжаем разговор. Это кухня. Раньше она была в половину, если мы посмотрим на потолок, ты видишь рейка. Да. Ее убирали, потому что здесь была стена. Если ты посмотришь, вот дверь. Вот здесь, да? Вон дверь. Да, она есть. Вот здесь, да? Да. Ага. Это была отдельно узкая комната, такая же, как моя. Здесь жил дедушка. Дедушка погиб при каких-то сказочных обстоятельствах очень много лет назад, наверное, до заезда моей бабушки, потому что мы когда заезжали, кухня была уже большая. И нам сказали, что погиб он лежа у себя в кровати. Угу. Как же мне не по себе. Я уже, чтобы вы понимали, подготовил камеры ночного видения специально для слежки. Здесь у меня стоит датчик движения. Эти камеры еще не включены. Вот эти. Но я сейчас еще их включу. Расставлены они в каждой комнате. Правда, у этих камер есть минус. Они пишут звук хреновый. Камеры дешевые, дорогие, мы себе его позволить пока еще не можем. Ну что, последняя комната. Впервые снимаю в квартире, в жилой, в хорошей жилой квартире, в которой в теории обитают паранормальные явления. На улице идет дождь. Фонари светят. А я в темной страшной квартире. Полы здесь немного поскрипывают. Я сейчас запущу камеры с ночным видением и будем наблюдать уже за происходящим.
Ну что? Сущность, обитающая здесь. Давай попробуем. Включаю свет. Включаю ночное видение. Так. Значит, чтобы вы понимали, я отключаю свет. Все, что видит человеческий глаз, это легкое фиолетовое свечение. И то, так просто его не увидишь. Но при ночном включении видно буквально все. Вон, даже тень мою видно. Теперь мы можем наблюдать за всем происходящим в полной темноте. Зеркало. Здесь все видно как днем. Даже если я сейчас отойду, здесь тоже все будет видно, потому что там стоит камера с ночным видением. Все камеры снимают. Так, датчик движения погас. Все. То же самое и в этой комнате. Первое, что я хочу сделать, это взять электромагнитники, обойти здесь все. Узнать, где находятся самые основные источники питания, которые могут, скажем так, шакалить оборудование, которое здесь есть. Никакого отзыва здесь нет. На работающий холодильник тоже полная тишина. Единственный источник мощного электромагнитного поля — это старые счетчики, которые находятся здесь. Вот смотрите. Прям максимально. В остальном здесь тишина. 18 миллигауссов. До 100. Здесь примерно то же самое. Сейчас на данный момент я замерил, сколько излучают самые мощные источники питания, которые находятся в этой квартире. В данный момент это счетчики, потому что к счетчикам поступает больше всего электричества, следовательно, а от счетчиков уже идет по всей квартире. Следовательно, здесь большая концентрация электромагнитных волн. Но максимальное значение, которое он показывает, в основном мы опираемся не на миллигауссы, а на значение нижнее. И он показывает до 100. Это максимум. То, что выше 100, это уже, скажем так, наш пациент. То же самое здесь. Здесь показываются миллигауссы. Да, 20 миллигауссов. 20.3, 20.4. Нижние значения также до 100. Следовательно, значения, которые будут выше, еще раз говорю, это уже наш пациент. Значит, первая ночь, которая сейчас у нас здесь намечается, ознакомительную ночь, попытаться выйти на связь с тем, что может здесь обитать. Мы не знаем, есть ли здесь что-нибудь или кто-нибудь. Для начала давайте попробуем это сделать. Проведу сеанс ЭГФ в нескольких форматах. Первое — шумный. Второй ЭГФ с приглушением шума. Посмотрим, что из этого получится. Получится ли что-нибудь из этого или нет. Но в любом случае, я думаю, что должно быть интересно. Первая ночь — это, скажем так, ознакомительная. Жестить мы будем уже второй ночью. Погнали. Знаете, ребят, здесь есть один маленький момент. Вот когда я нахожусь в той части квартиры, все более-менее спокойно. Также за мной находится небольшая комната, в которой тоже более-менее все спокойно. Но заходя в эту комнату, в которой я в теории должен ночевать, заходя сюда, у меня мурашки по коже бегают. И мне, скажем так, не очень приятно здесь находиться именно в этой комнате. Не знаю почему. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас здесь.
У меня прям мурашки по коже бегают. Мне очень не по себе в этой комнате. Прям вот, честно вам говорю, находясь здесь, вот я сижу здесь на диване, и у меня мурашки по коже бегают, причем жестко. Очень жестко. Именно вот в этой комнате. Здесь кто-нибудь обитает? Кто-нибудь живет в стенах этой квартиры? Я прошу вас выйти на связь. Кто здесь есть? Вы можете дать сигнал? Здесь кто-нибудь обитает? Это что сейчас было? Мне показалось, что скрипнула половица. Причем рядом. Чтобы вы понимали, ребята, с окон здесь кто-то есть?
Здесь есть кто? Чтобы вы понимали, здесь все гвозди повылазили. Просто вот эта верхняя часть, вот, палец пролазит. Вот здесь вот эти две двери, это, короче, соседские. Их за 8 лет, эти комнаты открывали всего один раз. 8-10 лет. Что в этих комнатах, неизвестно. Они просто запечатаны. Гвозди. Они все нормальные. Что здесь, что здесь. Все верхние гвозди повылазили. У меня там палец помещается. Все повылазили. Именно по верхнему ряду. Здесь все гвозди на месте. Здесь все вот такие гвозди именно по верхней части. Чувствую, завтра мне предстоит веселая ночка. Так, ребят, на данный момент я хочу провести эксперимент. Провожу его в маленькой комнате, прям напротив зеркала. Ощущения не из приятных на самом деле. Попробуем сейчас провести сеанс ЭГФ и попробуем разобраться с тем, обитает здесь кто-нибудь или нет. Сейчас я проведу шумный сеанс ЭГФ, а потом попробую провести бесшумный сеанс ЭГФ с шумодавом. Так, шумодав вам пока показывать не буду, потому что он еще не готов, ну, не доделан он. Но, по крайней мере, он уже функционален. Погнали. Так, включаю колонку. Поставлю ее поближе к динамику, чтобы было слышно. Хотя нет, для начала, знаете, что попробую сделать здесь? Это поговорить через рекордер. Сущность, либо дух. Здесь кто-нибудь вообще обитает? Дай знак. Видели? Сущность, либо дух. Здесь кто-нибудь вообще обитает? Дай знак. Видели? Что это было? На что ты реагируешь? Вот этот реагирует, вот этот абсолютно спокоен. Ты здесь? Ты находишься сейчас рядом со мной? Ты хочешь сегодня со мной контактировать? Если да, Понимаю. Хорошо. Тогда подай сигнал на этот аппарат. Подожди. Так, что-то началось.
Вы видите? Нижнее значение зашкаливает настолько, что он даже не может показать это значение. Меня немножко пугает. Я его отключу, хочу понаблюдать вот чисто за этим. Я хочу связаться с тем, кто обитает в этой квартире. Ты можешь дать нам знак? Здесь кто-нибудь обитает? Кто ты, сущность, демон, человек неупокойный? Кто ты такой? Ты здесь застрял и не можешь уйти отсюда? Скажи мне, что за девочка, которую здесь видела хозяйка этой квартиры? Это был дух? Это был человек? Почему бабушка, жившая здесь, вешала обереги? Здесь обитает кто-то помимо призраков. Здесь кто-то злой обитает? Это было, конечно, жестко. Он может причинить мне вред, пока я нахожусь здесь? Знаете, наверное, я все-таки попробую сейчас пообщаться с Шумодавом. Так, друзья мои, значит, рассказываю. У меня тут есть небольшая приблуда, которая фильтрует шумы и добавляет небольшой эффект эхо. То есть то, что скажет эта машинка, эта штука их преобразует и добавит эффект эхо для того, чтобы было более-менее понятно, что говорит. Так, ну а теперь давайте попробуем. Сейчас я подключу эту штуку. Так, включаю. Так, работает. Здесь кто-нибудь есть? Хоть кто-нибудь, дайте знак, пожалуйста. Очень громко отвечает. При этом у меня здесь выключено на минимум вообще. Я бы хотел задать несколько вопросов. Вы можете мне на них ответить? Я бы хотел... Не понимаю, что говорит. Я бы хотел задать несколько вопросов. Вы можете на них ответить? Сущность, дух, обитающий здесь. Кто-нибудь? Понимаю. В общем, весь сеанс ЭГФ, который сегодня был, он не записался. В общем, ситуация следующая. Я не записал сеанс ЭГФ с приглушением. А именно, придется все это перезаписать. Но это уже не сегодня. Это я сделаю завтра ночью, когда уже будут глобальные эксперименты. Ребята, только, пожалуйста, не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, не забывайте про делиться это видео со всеми друзьями, потому что это помогает продвигать наш канал, помогает продвигать контент, естественно, помогает нам в съемках, в конце концов. И я буду вам за это искренне признателен, потому что я знаю, ребята, вы самые лучшие. Я вас всех очень люблю. Так, ладно. Пора набираться сил и отправляться спать, отдыхать. Посмотрим, что будет за оставшееся время. Будут ли какие-нибудь моменты интересные и прочее.
Отдыхать, ребята. Отдыхать. Завтра будет тяжелый день. Вся проблема в том, что я только что отключил камеры. Для того, чтобы сбросить с них информацию на компьютер, чтобы освободить память. Как только я выхожу туда, с камерой пытаюсь что-то снять, все прекращается в один миг. Что это такое? Невозможно спать просто. Только глаза смыкаешь, начинает кошмары сниться. Как же стрёмно, сука. Ужасная ночь. Я поспал от силы часа 2, наверное. На протяжении этих 2 часов я жестко просыпался. Я только вот глаза закрываю, и мне начинают сниться кошмары. Днем надо будет попытаться поспать, иначе следующая ночь будет для меня очень тяжелой. Меня не покидает ощущение присутствия чего-то здесь.
Ощущение, как будто я пил всю ночь и болею жесткого бодуна. Только нету этого тошнотворного ощущения и головной боли. А в остальном как будто в тумане все. Первая ночь была, скажем так, показательная, не без косяков. Как оказалось, я записывал ЭГФ с фильтром шумов, но я забыл включить рекордер. Ладно, надо немного привести себя в чувство. Готовиться к следующей ночи.